Рада вас приветствовать на канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Сегодня хочу поделиться с вами мастер-классом по созданию декора для сумки. Это подвеска в виде объемного сердечка с кисточкой. Такое украшение подойдет для больших сумок по типу шоперов и пляжных. Ссылку на мастер-класс по созданию такой сумки оставлю в правом верхнем углу и в описании под видео. А еще такое украшение можно использовать в качестве как интерьерного декора, так и новогоднего. Для вязания объемного сердечка нам понадобится крючок номер 4 и двухниточный или трехниточный шпагат. Делаем кольцо амигуруми и провязываем 3 воздушные петли. Расправляем и подтягиваем свободный хвостик. И далее будем вязать 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Второй. И третий. Далее подряд вяжем 3 столбика с 1 накидом. Первый столбик с 1 накидом, второй и третий. Далее необходимо провязать 1 воздушную петлю и столбик с 1 накидом. Далее вяжем еще раз воздушную петлю. И повторяем в обратном порядке. 3 столбика с 1 накидом, 3 столбика с 2 накидами и 3 воздушные петли. Итак, после одной воздушной петли вяжем 3 столбика с 1 накидом. Подтягиваем свободный конец нити и кольцо амигуруми. Далее вяжем подряд 3 столбика с 2 накидами. Завершаем вязание первого ряда 3 воздушными петлями. Далее прикрепляем вязание в кольцо амигуруми с помощью соединительной петли. Расправляем и придаем форму. Формируем уголочек в нижней части. Даже такое маленькое сердечко после проведения ВТО можно использовать в качестве брелка для ключей, подвески для небольшой сумочки или в качестве комплимента к выполненному заказу. Но мы продолжаем далее и приступаем к вязанию второго ряда. Свободный конец будем ввязывать в изделие. Делаем 2 воздушные петли и под арочку из 3 воздушных петель первого ряда провязываем 2 столбика без накида. И далее в последующие столбики с 2 накидами предыдущего ряда нам необходимо провязать также по 2 столбика без накида. Два столбика без накида. Раз. Два столбика без накида в следующую петлю. 2.
и 2 столбика без накида 3. Далее над каждым столбиком с одним накидом провяжем по одному столбику без накида. Над воздушной петлей первого ряда также вяжем столбик без накида. Делаем одну воздушную петлю и над столбиком с одним накидом предыдущего ряда провязываем один полустолбик с накидом. Далее снова делаем одну воздушную петлю и повторяем все в обратном порядке. Вяжем подряд 4 столбика без накида над воздушной петлей и над каждым из 3 столбиков с накидом. Далее над каждым столбиком с 2 накидами провязываем по 2 столбика без накида. И над арочкой из 3 воздушных петель также вяжем 2 столбика без накида. Завершаем вязание 2 воздушными петлями. Присоединяемся с помощью соединительной петли. Расправляем сердечко и придаем ему нужную форму. Можно остановиться уже и на таком варианте, если не хотите вязать объемное сердечко. Тогда необходимо сделать петлю для подвешивания, обрезать нить и зафиксировать свободный конец. Также необходимо провести влажно-тепловую обработку, прогладить через ХБ ткань с лицевой и изнаночной стороны на среднем уровне пара и температуры. Для изготовления объемного сердечка я связала второе аналогичным образом. Также с лицевой стороны пришила украшение в виде цветочка из металла. Далее скручиваю в жгутик нити от каждого сердечка. Далее я добавила деревянную бусину и зафиксировала кончики жгутика с внутренней стороны сердечка. Чтобы жгутик не скручивался, его тоже можно отпарить. Далее нам необходимо соединить 2 составные части сердечка. Будем делать обвязку за крайние полупетли верхней косички. Для удобства можно изначально зафиксировать рабочую нить с изнаночной стороны сердечка.
Поочередно подхватываем крайние полупетли на одном и на втором сердечке. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и протягиваем сквозь петлю на крючке. Далее продолжаем выполнять те же действия. Чтобы обвязка была аккуратной, необходимо вытягивать петли одной величины. Для формирования уголка провяжем одну воздушную петлю. Далее продолжаем выполнять обвязку аналогичным образом. Оставляем небольшой промежуток без обвязки и наполняем холофайбером. В качестве другого наполнителя можно применить различные обрезки тканей, остатки джутовой нити и так далее. Наполняем до желаемого объема и продолжаем далее обвязку до конца. Для формирования кисточки выбираем коробку или книжку подходящего размера, которая будет соответствовать длине кисточки. На данный предмет мы будем осуществлять намотку нити. Берем джутовую нить, фиксируем ее или придерживаем конец и далее осуществляем аккуратно намотку. В итоге я выполнила около 50 оборотов нити. Далее с помощью отрезка джутовой нити фиксируем намотку с одной стороны. С противоположной стороны разрезаем с помощью ножниц, лезвия или канцелярского ножа. Находим середину, передвигаем нить при необходимости и размещаем узелок внутри. С помощью еще одного отрезка нити прикрепляем кисточку к сердечку. Также формируем узелок внутри кисточки. Чтобы кисточка была ровной и имела аккуратный внешний вид, на данном этапе необходимо выполнить влажно-тепловую обработку. Для этого разделяем на небольшие пряди, выравниваем их и проглаживаем с помощью утюга на среднем уровне пара и температуры. После влажно-тепловой обработки, когда нити лежат ровно, можно приступать к изготовлению пояска кисточки, то есть выполнить ее обмотку. Чтобы по бокам не было больших просветов, расправляем нить и слегка прижимаем ее. Выполняем такие действия как с одной, так и с другой стороны. Далее берем джутовую нить из мотка или бобины, я не отрезаю, так как изначально не знаю, какой мне понадобится отрезок. Делаю петлю, оставив небольшой свободный конец, около 15 сантиметров. И далее снизу вверх начинаю обматывать кисть вокруг.
При этом подтягиваем нить, чтобы обмотка была более плотной. Если размеры пояска вас уже устраивают, можно обрезать нить. Оставляем небольшой свободный конец и продеваем его в петлю. Далее подтягиваем другой конец нити, уменьшая размеры петли, и формируем узелок, стягивая за оба конца. Далее необходимо потянуть за нижний конец нити так, чтобы узелок скрылся под обмоткой. Обрезаем одну нить по длине кисточки, а вторую обводим вокруг и также обрезаем по длине. Далее для формирования ровного нижнего края я замотала нижнюю часть кисточки скотчем. Нужно это делать очень аккуратно, расправляя при этом все нити. Далее необходимо ровно обрезать нижний край. По личному опыту скажу, что лучше всего это получается с помощью обычного кухонного ножа. Будьте при этом аккуратны и лучше положить кисточку на досточку или другую подложку. Далее снимаем скотч, расправляем кисточку. Если есть еще неровности нити, то можно дополнительно провести влажно-тепловую обработку еще раз. Можно уже кисточку оставить в таком виде. Также можно дополнительно раскрутить верхние нити и сделать кисточку слегка волнистой. Для этого раскручиваем поочередно весь верхний слой. И в таком виде мне кисточка нравится значительно больше. На этом мастер-класс подходит к завершению. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если так и есть, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Понравился ли вам такой декор и будете ли вы применять его для своих сумочек. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи в новых мастер-классах.